Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как можно сплести вот такое вот деревце, да, также это называют ловец снов, в такой вот оправе кругляшке. У меня это пяльцы, я купила. Диаметр пяльца 10,5 сантиметров, а вот эта ниточка, это крученая двойная нить, она была приобретена в фикс-прайсе за 77 рублей. Также вы сможете использовать любую нить, которую вы сами захотите, и диаметр пялец тоже, но учитывайте тогда, что отрезки должны быть длиннее. Вот. По отрезкам, сколько же нам понадобится? Если вы делаете точно такое же, как у меня, ну или нить такая же, диаметр чуть поменьше там или чуть побольше. Вот, смотрите, нам понадобится 16 отрезков по 130-150 сантиметров. Лучше уж у нас пусть останется, да, согласны со мной? Вот, если у вас нить толще, либо пяльца еще больше, то берите там по 2 метра, это будет с запасом, даже если хотите больше. В основном у нас тут идут квадратные узлы, и вот, но, как я уже сказала, лучше пусть у нас останутся нити какие-либо, чем вообще не останется. И что делать? Расплетать или вот. Это мой совет вам и для дальнейших работ своих каких-либо. Для начала фиксируем наше колечко, да, берем нить, складываем напополам и надеваем лицевым креплением. То есть вот я кладу сначала поверх кольца нить, вот так вот, там сзади создается петелька, и я вывожу 2 нити сквозь эту петельку, и вот здесь остается такая перемычка у нас. Вот. Это называется лицевое крепление. И я должна надеть все нити, но надевать мы их будем, чтобы они по 2 группировались. Вот мы с вами надели все наши отрезки, сгруппировали их по 2 нити рядышком. Видите, у меня все перемычки с этой стороны, то есть все крепления лицевые. Это значит, сейчас мы будем с вами делать квадратные узлы макраме. Если не знакомы, то смотрите внимательно. Если знакомы, то можете начать плести. Как раз таки для квадратного узла нам нужно 4 нити, поэтому у нас так и сгруппировано по 2, да? Мы берем... Например, вот эти вот первые 2 отрезка, тут 4 нити. Смотрите, у нас внутренние нити, которые в центре, они не будут участвовать в работе. Будут участвовать боковые, левая и правая. Сначала мы берем левую нить и складываем вот такой вот дугой на 2 наши внутренние нити. Правая нить, мы ее кладем поверх, создаем здесь такой крестик. И сейчас эту же правую нить, которая была поверх всех, через низ мы в дугу нашу продеваем. То есть через низ. И вот у нас нити поменялись местами, мы сейчас подтягиваем. Так. И нужно будет повторить зеркально. Создаем сначала дугу слева, справа. Потом кладем нить справа, крест и через... И сейчас нужно будет повторить все зеркально. Кладем дугу сначала справа. Теперь нить, которая слева, кладем поверх, создаем крест. И через низ опять в дугу продеваем. Опять нити поменялись местами. И смотрите, я подтягиваю. И у меня создается здесь такой вот язычок и перемычка. То есть это у нас... левосторонний квадратный узел. Почему левосторонний? Потому что перемычка слева. Далее на каждой вот этом нашем с вами группировке давайте проделаем квадратный узел левосторонний, так же как мы и делали. 2 нити не участвуют. Сначала дуга слева, нить сверху справа, через низ сюда. И наоборот. Дуга справа, нить поверх и через низ в дугу. Так, и везде тут делаем.
По сути, все наше дальнейшее плетение будет строиться на основе этих квадратных узлов. Крона дерева точно будет с помощью квадратных узлов. Смотрите, сейчас следующий у нас как бы первый такой полукруг пройден. Второй полукруг — это мы будем соединять каждый из наших узелков. Уже мы можем, если что, здесь немножко подтянуть, чтобы у нас было поменьше, да, расстояние, либо побольше, наоборот. Но как мы делаем? Берем 2 нити с одного узла, 2 с другого. И опять же проделываем тут квадратный наш узел. Точно такой же, как мы делали. Дуга на 2 нити, да, поверх. Потом нить крест и через низ в дугу. Вот смотрите. Тут уже будет формироваться крона. И мы можем даже регулировать, ну, то есть где-то будет больше, где-то меньше будет расстояние. Совершенно нормально. И закрываем вот так вот. Видим? Берем следующее. Может быть, у вас нити потолще, да, и у вас получается немного это фактурнее. У меня просто очень тоненькие нити я взяла, потому что сам кружочек у меня маленький. Вот. Можно сильно не подтягивать, точнее, даже лучше не подтягивать, чтобы у нас казалось, что это прям крона дерева. Так. Следующий. Проделали второй полукруг, идем к третьему. У нас их будет таких 4. Что мы делаем в третьем? Смотрите, у нас вот боковые, если 2 нити верхнего первого полукруга и второго 2, тоже мы будем делать квадратный узел. То есть, чтобы у нас нити просто так не висели, мы их квадратным узелком лучше соединим. Так, и пошли дальше опять, соединяя также 2 нити от одного узла и 2 нити от второго. И, как я уже говорила, последним у нас будет 4-й ряд, где мы соединяем также 2 нити от одного узла и 2 нити от второго. Вы можете дополнять какими-либо бусинами, возможно, да, если вам захочется, либо декорировать как угодно, уже все на вашу фантазию. Мне будет интересно это посмотреть. Обязательно скидывайте свои фото работ в директ Инстаграма. Все ссылки у меня под видео. Я обожаю делиться у себя в историях вашими работами.
Далее мы будем с вами переходить к стволу нашего дерева. И смотрите, мы берем 3 узла центральных, то есть по 2 остались по бокам. И что мы делаем? Сейчас нужно будет типа создавать веточки такие, которые будут переходить в ствол. Я беру самый крайний узел, и вот одной нитью какой-либо, вот этой, например, с этого боку, я ее вот так вот чуть-чуть наматываю на остальные все нити, как будто бы мы ее так подкручиваем, да? Вот. И сейчас нужно будет хорошенько ее тут удерживать, потому что второй узел я буду делать то же самое, тоже какую-нибудь нить боковую взять, либо из центра, и тоже чуть-чуть вот так вот помотаем ее. Так, мотаем. И вот смотрите, можно чуть-чуть помотать. На каком-либо этапе нам же нужно будет их совмещать. И вот, например, я хочу совместить на этом этапе. Каким образом? Я беру боковую нить здесь, ну, от второго узла, и боковую нить, не той, которой я мотала, это у меня нити, и боковую нить от первого узла. Сейчас создаю дугу, да, ну, поверх этих двух как бы идущих у меня уже копен нитей, дугу, и вот здесь вот поверх крест через все нити в дугу сюда продеваю. То есть дуга у меня была слева, да, вы заметили? Вот, слева. Вот, у нас получились такие веточки, они у каждого своеобразные получатся, да. Смотрите, что дальше. Дальше мы как бы квадратный узел мы закрывали, делали дугу сейчас справа, и потом крест слева, и получилась перемычка. А сейчас мы будем делать цепочку из односторонних узлов. Это у нас всегда будут какие? Ну, то есть левосторонние. То есть у нас всегда будет дуга слева. Я опять делаю слева через низ. Вот. И у меня эта цепочка, она будет немножко закручиваться. И третий сделаем. Так. Далее третий наш узелок. Мы его тоже каким-либо образом подкручиваем и будем присоединять к нашему уже начинавшемуся стволу. То есть вот так вот подкручиваю. Вот, закрутилась. Сюда я ее присоединяю. И вот здесь держу обязательно, а здесь опять же создаю дугу справа и опять так же. То есть всегда дугу создаю, ой, слева, извините, пожалуйста, дугу слева я создаю, и всегда я создавать ее буду слева. Давайте тут 2 узелка проделаем. И вот у нас получается такое вот присоединение. Как вам? Может быть, вы что-то другое придумаете. Мне тоже будет интересно, как у вас получится, если вы как-то иначе придумали. Смотрите, например, берем вот эту вот следующую. С этого края нить. Также я ее так вот заматываю. Вот так вот. И присоединяю. Просто сюда так поместила, да? Сейчас нужно будет опять дугу создать влево. Здесь. И пока та у меня не обратно не раскрутилась, да, оп, мы ее захватили. Вот, она получилась немножко уже иной, нежели вот остальные. Дальше можно также с этого боку, я, например, хочу с этого края сначала все ниточки присоединить. Тут смотрите, какая большая. Можно, например, взять 2 вот эти и начать ими вот так вот подкручивать. Так. Так. Если что-то не устраивает вас, то вы обязательно расплетайте и меняйте. Вот я вижу, что у меня тут просто разошлась веточка, которую сейчас только мы присоединяли. Я лучше ее еще раз
сделаю. Сейчас я хочу еще проделать такие как бы корни дерева, тоже односторонними узлами, чтобы они вот так вот закрутились у нас. У нас с вами вот сейчас торчит 32 нити. И снизу с двумя нитями, которыми мы обвязывали, они могут быть у вас короткими, быть уже, это ничего страшного. И вот смотрите, я решила, что у меня будет 4 таких вот расхождения, ну то есть 4 корня. 32 делим на 4, получаем 8. И что? Вот я взяла первые 8. И смотрите, что буду делать. Я эту нить коротенькую, ее просто вкладываю, беру любые как бы 2 боковые и начинаю опять делать в одну сторону, то есть создавая дугу слева всегда узлы. Ну, то есть мы сейчас будем оп, и опять слева создаем, идем. Опять слева, идем. Слева.
Теперь смотрите, мы проделали с вами, да, по 4 такие ветви корней. Я вот эту соединила, первую уже. Как я соединяю остальные? Ну и вам покажу. Естественно, можете придумать что-то свое. Я всегда только рада. Но я что делаю? Я, получается, вот эти 2 нити боковые, которыми мы опоясываем, да, создаем, вот это я их вывожу назад, вот так вот. А потом вот эти оставляю, пучок нитей. Потом опять начинаю, делаю все время дугу слева. Вот смотрите, оп, и затянула. То есть здесь получилось вот такое вот, как такое пучкообразное переплет. Пучкообразное переплет. Русский язык мое любимый предмет. Вот, и опять создаем. И идем ниже, 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 да, затягиваем. То есть всегда в одну сторону. Это важно. Как вы уже поняли, я надеюсь. Вот. И если что, можно будет передвинуть. Смотрите сейчас. Так, вот я вот это могу чуть-чуть пододвинуть. Давайте следующую возьмем. Ну и, собственно говоря, на этом у нас все. Что остается? Вы можете проделать вот эти вот односторонние узлы, получается, настолько, насколько захотите, а потом подрезать тоже под таким углом, под которым вам будет красиво и под которым вы тоже захотите. Еще нам же нужна будет петелька, да, какая-нибудь. Это же у нас такой ловец снов, можно сказать, да, получился. Вот, вы можете просто вот через здесь нити продеть и сделать петельку. А можете что-либо придумать, либо сделать какими-либо бусинками, чем угодно. Я вам покажу уже далее свой готовый вариант. Вы можете повторить его. Надеюсь, что вам все было понятно и вы сотворили свое чудо. Вот такой вот ловец снов получился у меня. Ну или просто деревце в кругляшочке. Вот смотрите, я подрезала, здесь распушила, вот здесь сделала так по диагонали. Здесь сделала петельку еще, продела и надела бусинки. Вот, надеюсь, что у вас тоже получился интересный экземпляр нашего творения. Скидывайте мне в Инстаграм, что у вас получилось, отмечайте хэштегом. Также подписывайтесь на канал, да, я буду ждать комментариев, лайков, всего остального. Ставьте уведомления, колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео, так как у меня не выходит очень часто. Ну все, давайте, пока-пока.